Я еще, знаешь, что подумал? Что надо обязательно перед концертом дисклеймер о том, что это комедийный материал, это не призыв, это ничего нельзя рассматривать всерьез и так далее. Давайте вместе скажем «no to racism». Ну ладно. Я в 15 лет научился переустанавливать Windows, но меня никто не звал к себе переустанавливать Windows, и поэтому я много раз сам себе переустанавливал Windows и дрочил. Такое было время, если помните, людей возбуждала переустановка Windows. Еще смотрю рилзы. Кто-нибудь смотрит рилзы? О, вот. Я думаю, вы тоже не любите себя за то, что смотрите рилзы. Я смотрю рилзы. Такая проблема, что я уже смотрю рилзы, даже когда писаю стоя. Я всю жизнь слышал, что надо писать сидя, потому что это полезно, но я начал писать сидя, чтобы комфортнее рилзы было смотреть. И у меня есть любимые рилзы. Мои любимые рилзы — это рилзы с президентами. Может, вы видели? Там, например, вот самые популярные были, я помню, летний сезон рилзов. И там был рилз с Дональдом Трампом, он вот так вот идет. И сзади огромный орел американский, типа искусственный интеллект. Помните? Помните такие ролики? Во-во. И там, типа, ряд президентов, типа, Путин так идет, сзади огромный медведь. Токаев идет, сзади огромный Си Цзиньпинь. Ну, у каждого свои. Мне почему нравятся рилзы с президентами? В комментариях я люблю читать, как относятся к президентам, и заметил, что президентов очень любят сейчас. Ну, подумал, боты. Но потом мне попалось видео с Саддамом Хусейном, и его тоже в комментариях обожают, а у него явно нет своей бота-фермы. Мне попалось видео с Саддамом Хусейном, и в комментариях некий Михаил написал: таких людей больше нет. Что, кстати, правда. То есть он восхитился, но и прав. То есть с этим не поспорить. Таких людей нет. И мне нравится, как реагируют на постсоветских президентов. Постсоветских президентов обожают в сравнительной степени. Мне попался президент Азербайджана Ильхам Алиев, и в комментариях люди пишут: наш президент лучший. Попалось видео с Путиным, и там тоже пишут: наш президент лучший, потому что они не читали под Алиевым комментарии. И только под Лукашенко из наших президентов, только под Лукашенко пишут: ваш президент лучший. Лукашенко единственный президент на экспорт. Его обожают граждане других постсоветских стран. И я его уважаю за это. Потому что это очень умно, если ты диктатор. Тебе не нужно покорять свой электорат регулярно. То есть один раз покорил и достаточно. Дальше можешь покорять граждан Узбекистана, Молдовы, России. Это важнее. Ну и у него получается, надо признать, потому что я начал смотреть, почему его любят люди, граждане других стран, а они его видят только на видео. Ну, в рилзах тех же. А он почти на всех видео с овощами в руках. И это, надо признать, позитивный образ. Ты видишь человека с морковкой в руке, ну, это вряд ли злодей. Морковка вкусная, все, что я знаю про морковку. Ну и это получается, в комментариях даже пишут: берегите батьку, пишут граждане других стран. Ну, мне, как гражданину Беларуси, и мне это не нравится. Берегите батьку, они пишут, и, ну, мне не нравится, потому что ответственность. Не дай бог напишут: эх, не сберегли. Мне вот такое давление не нужно в жизни. Ну и в целом, мне кажется, политическая дискуссия сейчас примитивной стала. Ну, может, замечали. Сейчас, если президент нравится, он сразу лучший президент в мире. А если политик не нравится, то его сразу сравнивают с кем? С Гитлером, правильно. Ну и мне это не очень нравится, потому что примитивно. Всех под одну гребенку. Там Нетаньяху Гитлер, Путин Гитлер, лидер Ирана Гитлер. Ну, как-то не хватает аналитики немного. Я бы хотел, чтобы говорили, насколько Гитлер,
чтобы была какая-то шкала, чтобы говорили, этот президент на 3 из 10 по шкале Гитлера. Ну и мы могли делать выводы, да, в этой стране жить еще можно, но недвижимость лучше не покупать. Я могу что-то подумать, да, с этой информацией. Ну и я подумал, а кого бы сам Гитлер назвал бы Гитлером из современных политиков? Подумал, хочу шоу, где Гитлер определяет, кто из современных политиков больше на него похож по концепции. Ну, чтобы он такой, вот этот. Жаль, что еврей. Сразу говорю, у меня нет никаких политических взглядов. Я не дурак терять аудиторию. Вообще, я понял, что я собираю не такие огромные залы, чтобы прям говорить свои взгляды. Я не дурак, да? То есть приходите все с любыми взглядами. Я поддерживаю любые взгляды. Добро пожаловать. Мне вот эти категоричности не нужны. И более того, даже я был в Израиле. Мне нравится Израиль. То есть, у меня даже Гитлер больше ассоциируется с евреями, чем с немцами. Но тут было два варианта. Хорошо, поаплодируйте, у кого больше с немцами ассоциируется. Далеко не у всех. Вот и у меня также. Я полетел в Тель-Авив, я помню, классный город. Я гуляю по Тель-Авиву, и вдруг из-за этой ассоциации мне кажется, что вдали я слышу, как люди кричат «Хайль Гитлер». Понимаю, абсурд. Такого быть не может. Подхожу ближе, и действительно, они кричат не «Хайль Гитлер», а «Лихаим». Лихаим. Если кто не знает, это на иврите, с иврита переводится как «Хайль Гитлер». То есть, естественно, на своем языке. Ну и более того, еще добавлю сюда, что я знаю историю и понимаю, что грубые шутки неуместны, потому что я живу в Польше, а в Польше, вы знаете, есть город Освенцим, и в Освенциме самый большой музей-концлагерь Аушвиц. Кто знает, поаплодируйте. Вот, все знают. И я решил поехать в самый большой музей-концлагерь, потому что, я считаю, если уж ехать в музей-концлагерь, то в самый большой. Это логично, на мой взгляд, потому что я был, честно говоря, в небольшом музее-концлагере. Всего 3 пары обуви, но это не впечатляет. И я решил поехать в Освенцим. Я поехал в Освенцим, и я не доехал, потому что в 10 километрах от Освенцима самый большой в Восточной Европе парк аттракционов. Энерджиландия. Вот представьте, я еду в Освенцим. Настроение такое себе. И тут билборд. Хотите повеселиться? Конечно, хочу. Настроение не очень. И я поехал, естественно, в этот парк аттракционов Энерджиландия. Еще такое, название энергично, да, звучит. Я поехал туда, и там классно. Я думаю, кто был, вы согласитесь. Там классные горки, страшные. Там высокие горки. Я оттуда Освенцим увидел. То есть... Меняем тему. Классовая ненависть. Подумал, что... спасибо. Подумал, что надо обсуждать иногда группы людей, которые нам не нравятся, чтобы выдыхать. Есть определенная группа людей, которых я терпеть не могу. Я терпеть не могу молодых парней за рулем дорогих автомобилей. Понимаете, о ком я говорю? Вот эти вот... Феррари, и за рулем Феррари, там 20-летние дыры, прямо скажем. Я их не люблю, искренне скажу. Я вижу их, и я злюсь каждый раз, когда я вижу молодого парня за рулем дорогущего автомобиля. Но я не дурак, мне 33, я думаю, если вижу кого-то молодого за рулем дорогого автомобиля, надо понять, почему ты злишься. Я понял, почему я злюсь. Я злюсь, потому что он не знает, что он лох. Вот что меня злит. Явно не мы лохи, да, что злимся. И каждый раз, когда вижу, я понимаю, что они не такие крутые, конечно. Я когда вижу их, я всегда думаю, вот забери у него крутой автомобиль, сними с него дорогую одежду, надень на него платье и выеби, и посмотрим, да? Посмотрим, насколько он крутой. Без автомобиля и выебанный в платье на трассе. Посмотрим, кто круче. И в
целом, мне кажется, нужно запретить молодым парням продавать дорогие автомобили, потому что, мне кажется, это напряжение создает в обществе какое-то такое. То есть очевидный дисбаланс в обществе, то есть очевидное неравенство в обществе. Дорогие автомобили можно разрешать продавать только старикам, потому что если мы видим старика за рулем Феррари, мне кажется, это расслабляет. Мы видим старика за рулем Феррари и думаем, у нас все впереди. А видим молодого парня за рулем Ламборгини и злимся, что у него еще и все впереди. Вот это же. Да. Это шутка в стиле Жванецкого, Михаила. Ну, поняли, да? Красиво устроено. Реакция тоже как на шутки Михаила Жванецкого. Да, согласна? Вот такая. Ха-ха. Ну, вы поняли. Вообще, дорогой автомобиль, мне кажется, есть смысл покупать, только если собрался осуждать курящих сигареты. Ну, это очевидно, на мой взгляд. Знаете, это что? Ну, когда подходят, говорят, а ты знаешь, что если бы не курил, мог бы купить себе Ламборгини? И у них есть на это ответ. Они что говорят? Они говорят, а где твой Ламборгини? Ну, и тут был бы, как ни кстати, Ламборгини. А так просто подошел, лох, ушел. Ну, а осуждать курение нужно сигарет, вы же знаете, да? Это важно. Это самое ужасное. Мало осуждают курение сигарет. Даже распитие спиртного осуждают, даже курение марихуаны осуждают. Хотя распитие спиртного вредно только человеку, который пьет. Нам должно быть все равно. Курение марихуаны, на мой взгляд, полезно вообще. Курение сигарет, просто чтобы вы понимали, от пассивного курения сигарет ежегодно по статистике ВОЗ умирает более 1 миллиона человек. Офигеть. Вижу, вас это не впечатляет. Поэтому добавлю, что среди них 60 тысяч детей ежегодно. Вижу, это вас тоже не впечатляет. Поэтому, если вас это не трогает и вы левак, добавлю, что среди них есть палестинские дети. Палестинские дети ежегодно умирают от пассивного курения. И никто об этом ничего не говорит. В таком лицемерном обществе мы живем. Хватит курить перед палестинскими детьми. Я вот это хотел сказать. Да. Ну, это на самом деле не важно все. Есть главная тема, на которой я хотел поговорить. Это, опять же, гендерные вопросы. Потому что, на мой взгляд, гендерные вопросы — это главный источник напряжения. В них никто не пытается разобраться. А есть много социальных обманов, в которых мы продолжаем жить, и они портят нам жизнь. Например, есть такой социальный обман, который, на мой взгляд, портит жизнь и мужчинам, и женщинам. Он звучит так. Мужчинам лишь бы потрахаться, говорят, а женщинам лишь бы любовь, забота и семья. Я в это верил и недавно понял, что вроде как наоборот. Вроде как мужчинам лишь бы любовь, забота и семья, как бы мерзко это ни звучало, а женщинам лишь бы поебаться да помощнее. И это очень важный элемент, помощнее. По-другому даже не надо, вот так. Как я понял, мужчинам лишь бы дочку в школу отвезти, а женщинам лишь бы секс да погрязнее, чтобы было о чем вспомнить перед смертью. Важная деталь. Даже так и говорят, кстати, в народе люди говорят про женщин, им бы вдоволь натрахаться. И про мужчин так говорят, ему лишь бы дочь в школу отвезти. Так? Ну, я слышал. Ну и как только я пришел к этому, я вот понял, что много аргументов в пользу этой моей мысли, потому что взять, например, мужчин, мы бесконечно стремимся, как сумасшедшие, к сексу, но делает ли он нас счастливее? Сомневаюсь. Достаточно посмотреть в глаза любого мужчины в момент, когда он кончил, там 0 счастья. Там всегда отчаяние.
разочарование в самом себе и мысли: бля, я снова повелся на эту хуйню. Всегда. Вторая мысль сразу про родителей. Я подвел мать. И действительно подвел, кстати. Ну и аргументов действительно много. Начал думать, кто на что готов ради секса. И тут мы оцениваем именно осознанные действия. Ну и вот подумал про шпильки. Шпильки. В общем, если кто не знает, это штырь в пятку. Девушки осознанно иногда ходят со штырем в пятку. И я понимаю, что в здравом уме никто на это не пойдет. Очевидно, это для мужчин. Ну, многие скажут, нет, это для себя, для красоты. Но вот что. Я что-то не видел ни разу лесбиянок на шпильках. Потому что только мужика можно наебать шпильками. Потому что всем известно, мужик выебет что угодно на шпильках. Мужик мужика на шпильках выебет. Поэтому, кстати, все трансы на шпильках. Обратите внимание. Аргументов много. Например, о чем кто думает перед смертью. Как я уже говорил, очевидно, мужчины вспоминают перед смертью, что хорошего в жизни сделали. И это очень трудно, потому что там не так много, и мужчины обычно в слезах несчастные умирают. А все женщины перед смертью вспоминают самый грязный сексуальный опыт, который у них был. Это 100%. Обратное вы не докажете, вы не умирали, явно. А я в этом уверен, потому что я смотрел «Титаник», и там в конце старушка, она умирая, у нее спросили, как утонула лодка, у нее спросили. Она ебанула историю на 3 часа, как ее в машине нищеброд выебал. Любого мужика с того судна спроси, он бы сказал в 5:32. Даже если бы у него оргия там была. Сейчас гендерно-нейтральная тема, чтобы расслабиться. Когда мне плохо, я думаю о зебрах. Мне кажется, зебры самые несчастные существа на этой земле. Вместе мы придем к этому. Где живут зебры? В саванне, правильно. В саванне в Африке. Какого цвета саванна? Желто-коричневая. Желто-коричневая. Какого цвета зебра? Черно-белая. Уже чуть-чуть неприятно. Кто хочет съесть зебру в саванне? Все. Какого цвета все в саванне? Желто-коричневые, правильно. Вот так попадос. Там лев за 100 километров такой, ебать, зебра, что ли? А зебра как под кислотой. Просто видит, как 2 глаза сумасшедшие направляются к ней. Чтобы вы понимали, насколько не повезло зебре, там есть большая кандидатура на жертву. Это жираф. Но жираф, как назло, весь желто-коричневый, да. Я в жизни не видел жирафов, но, возможно, проходил 1000 раз мимо. Чтобы вы понимали, насколько заметна зебра, люди, когда придумали пешеходный переход, они такие, как это сделать максимально заметным? И все одновременно такие, зебра. Такая ирония в жизни зебры. Единственное место, где она может затеряться, это буквально пешеходный переход. Дополнительная ирония — это единственное место, где не стоит теряться. Это была гендерно-нейтральная тема. Спасибо. Вернемся к основной теме. На чем остановились? Измены. Помните, старушка изменяла? Ну и я начал думать про измены как явление в обществе, социальное явление. И мне не нравится, как в современном обществе относятся к изменам. Как к ним относятся? Как относятся к изменам? Негативно. Ну, негативно, нормально, но как? Плохо. Плохо, но как? Хуёво. Хуёво, но как? Господи.
Ну ладно, это не то, что я хочу услышать. Ну, было и было. Но было и было тоже не то. Сейчас объясню. К изменам стали относиться одинаково плохо. Вот что плохо. Понимаете, да? То есть к мужской и женской измене стали относиться, как будто это одинаково плохое явление. Согласен, это абсурд. Для меня очевидно, что мужская измена — это ужасно, а женская хуже в 1000 раз. Понимаю, не все согласны, но я попробую доказать. Социально женская измена хуже, я попробую доказать. Кто не согласен, я попробую вас переубедить. Кто? Поаплодируйте. Не согласен. Молодой человек, вы меня подвели, конечно. Я думал, только девушки будут не согласны. Попробую доказать. Итак, мы смоделируем 2 одинаковые ситуации, и вы просто сами увидите очевидную для меня картинку. Итак, представьте. Муж изменил. Жена узнала. Ужасно. Ужасно, ужасно. Она долго думала, страдала и подумала простить. Вот такое решение приняла. Моделируем такую ситуацию. Как все к этому относятся? Муж думает, какое же я ничтожество. Какая у меня благородная жена, я ее не достоин. Дети думают, у них есть дети. Дети думают, какая у нас мать благородная и какой отец гондонище. Дети в 6 классе. И как он недостоин мамы. Очевидно. Друзья мужа думают, какой у нас друг долбоеб. Почему? Спалился, очевидно. И какая жена у него благородная, нам бы такую. Очевидно, потому что мы уже помним, что для мужчин главное семья и любовь. Нам бы такую жену, каждый друг бы подумал у мужа. А теперь обратная ситуация. Жена изменила, муж подумал и простил. Ни одна подруга жены не подумает, вот бы нам такого абсоса. Да? Жена подумает, ебать, я за лоха вышла. Дети, естественно, перестанут слушаться отца. Потому что будут слушать биологического отца. И мы видим 2 ситуации, в которых мужчина все-таки в ужасном положении. В обеих ситуациях. Правильно, да? Правильно? То есть понимаете, да? Понимаете? Ну, логично, умно. Я убедил вас? Да. Это реально. Я говорю именно с точки зрения социального. Как неприятно, конечно, всем, но социально... Ладно, хорошо, давайте так. У меня есть еще один аргумент. С этим вы уж точно согласитесь. Обратите внимание, как мало мы слышим про женские измены и как часто мы слышим про мужские измены. Хотя женщины изменяют в 10 раз чаще. Это статистика. А то и в 100. Никто не знает точно. Потому что не рассказывает. Никто не знает, потому что никто не рассказывает. Вот насколько сложно парням вообще справиться с этим, что они даже боятся друг другу рассказывать про это. Парни, аплодируйте, кому изменяли. Вот. Никто. Хотя я видел зрителей, да, пока шел сюда. 100% всем изменяли. Девушек даже не буду спрашивать, потому что вы там начнется, распиздос начнется. Гендерно-нейтральная тема. Я уже живу 3 года в Европе. Есть что-то, почему я очень соскучился в Европе, это споры с гомофобами. Да, потому что в наших странах споры с гомофобами показывали по телевидению. И мне нравились аргументы гомофобов. Они всегда были, если помните, аргументы гомофобов были всегда на фантазию такие. Ну, типа, а что ты будешь делать, если у тебя сын окажется геем? Помните такой аргумент? Самый популярный аргумент. Мне он очень нравился. Я себе представлял и понимал, что для меня это не проблема, потому что я принимаю людей любыми. Для меня проблема, если мой второй сын тоже окажется геем. Сложно не принимать на личный счет.
2 сына гея, нифига себе. Смотрите, и драк идет. У него 2 сына гея. Дома гей-клуб образовался какой-то. Поэтому я предложил, конечно, добавить еще аргумент, чтобы не говорили гомофобы не «что будешь делать, если сын окажется геем», а «что будешь делать, если у тебя 5 сыновей геев окажется». Это действительно сложно отбить, потому что, мне кажется, мы все толерантные на первого сына гея. Первый сын гей приходит, такой: папа, я гей, такой: я тебя поддержу, все хорошо, это нормально, не переживай. Второй сын приходит: иди нахуй сразу. Что люди скажут? Ну, это действительно все сложно. Я еще не знаю, как, с чем придется сталкиваться. Следить, чтобы старший младшего не выебал. Я не знаю, как это работает. Да. Ну, еще моделирую ситуацию, представляю, если бы там у меня еще дочка после этого родилась, и она натурал, то буквально всем в семье лишь бы хуи сосать. В семье хуесосов. И жена, если скажет: давай еще одного, я скорее скажу: давай не будем, потому что у меня вроде как гейская сперма. Пока так получается. Давай лучше усыновим. И тут я понимаю, что я в Европе, тоже сложно. Моделируешь ситуацию, приходишь в интернат, непонятно, как сказать: нам лишь бы не геи. У нас своих дома. Вот. Да. Это была гендерно-нейтральная тема. Вернемся к основной теме. Я как-то услышал, мне сказали, вообще часто это слышу в обществе, особенно постсоветском, говорят: женщины безумны. Слышали такое когда-то? Женщины безумны. Я всегда считал, что это чушь. Но наткнулся на такую информацию, узнал, что... я не могу же сразу опровергнуть. То есть надо найти информацию. Я нашел информацию, что мать, которая родила дочь, может начать ревновать мужа к дочери. Кто слышал? Поаплодируйте. Согласитесь, звучит немного безумно, да? Есть немного безумия в этом, да? Есть? Есть? Есть, скажите? Есть. Но я не считаю, что это безумие. Потому что я понимаю, что мать только что родила. Для нее безумие то, что из нее человек вышел. Мне кажется, тут все оправдано. То есть рядом с этим ничего и близко не стоит. То есть из тебя человек... я не представляю, как бы я себя вел, если бы из меня человек вышел. Ужасно, честно говоря. А тут ревновать взрослого мужика к младенцу, это в порядке нормы. В такой ситуации. И я начал дальше искать и узнал, что дочь, которая недавно родилась, может начать ревновать отца к матери. Кто слышал это? Тоже известный факт. И вот это уже нечем бить. Дочь не рожала. Ты куда прешь вообще, девочка? Ты у кого мужика отбить пытаешься? У матери своей. Это нагло, это очевидно безумие. И тут мы понимаем, что женщины безумны с рождения. Это не имеет значения. То есть я это принимаю. То есть я считаю, это хорошо. Меня пугает другое. Я начал дальше изучать. Личные исследования внутреннее провел. Я сын. И мне интересно тут взаимоотношения с сыном. Потому что я всегда наблюдал такую тему. И многие девочки, которые выходят замуж, об этом часто говорят. Про вот эту ненормальную любовь матери к сыну. Понимаете? Вот это ненормальная любовь. Вот у меня мама есть, она меня любит. Я всегда чувствовал, что ненормально. У нас была ситуация, сестра маме сказала: ты и Драка любишь больше, чем меня. И моя мама сказала: конечно. Чуть не добавила: ты ебанулась, это мой сын. Ты вообще кто в этой семье? Я начал думать, откуда вот эта невероятная любовь матери к сыну, и я вроде догадался. Об этом почему-то никто не говорит, хотя психологически в моей голове все логично складывается. Я посмотрел через вот эти отношения с дочкой и мужем и понял, что мать любит сына
чтобы вызвать ревность мужа. Логично же. Логично же. Логично. Очевидно. Но вы говорите нет, потому что вы не знаете психологию. Я лично психотерапевт. Я ничего не изучал. Но я вот чисто... Мозги у меня есть, я могу проанализировать происходящее в мире. И очевидно, что это именно так, как я сказал. Но тут это, конечно, на гормональном уровне каком-то происходит. Явно это неосознанно, потому что осознанно вы бы поняли, что мы, мужики, не настолько ебанутые, да, чтобы... Вы сами понимаете. Мы не будем ревновать к какому-то младенцу с вот таким писюнчиком. Ну да, вряд ли мы будем. Я даже представляю, я возвращаюсь домой, допустим. И там жена годовалому сыну вылизывает писюнчик. Я подумаю, это гормоны. Гендерно-нейтральная тема. Гендерно-нейтральная тема. Я вот жил в Беларуси. Всегда как-то, Беларусь такой добрый вайб. Отлично для этого момента в концерте. Да? Вот. Я жил в Беларуси. Я очень рад, что жил в Беларуси, потому что в Беларуси я рано в жизни задался вопросом, кто я. Очень важный вопрос. Многие задаются этим вопросом перед смертью вообще. А я в начальных классах. На уроках музыки, где мы на уроках музыки пели белорусский гимн. И мне было некомфортно, потому что первые слова гимна звучали так. Мы белорусы. Было дискомфортно. Особенно учитывая, что все одноклассники были как на подбор белорусы. Я сообразил и со временем начал петь «Вы белорусы». Это всех устраивало. И дальше в гимне поется «Мы белорусы, мирные люди». И меня это всегда смущало, что это мирные люди, то есть прям обязательно в гимне об этом петь. Петь в гимне «Мы мирные люди» первыми строчками подозрительно. Представьте, я подхожу в компанию людей, такой, я Идрак, я мирный. Пугает, честно говоря. Как будто на самом деле это не так. Вот так это звучит. Мы мирные люди. Никто не поет характеристики свои боевые. Мы сирийцы, кровожадные убийцы. А мы белорусы, мы мирные люди. Кстати, сирийцы, если что, не кровожадные убийцы, просто тут для рифмы. Я уже 3 года в Европе живу, как я уже говорил, и я люблю европейцев. Мне очень нравятся европейцы, но я бы хотел, чтобы они пожили в наших странах, чтобы перестали нести хуйню. Я летел как-то самолетом, и сосед был из Нидерланд, мужчина из Нидерланд, и он меня спросил, откуда ты? Я перечислил все страны, и он сказал вот что. Он сказал, да, у нас то же самое, что у вас. У нас вон Джулиана Ассанжа арестовали, сказал он, как аргумент. Я говорю, да, а у нас моего брата арестовали. Знаешь что, у нас меня арестовали, как тебе такое? Он знал, как это отбить. Он сказал, да, вот как у нас Джулиана Ассанжа арестовали. Я говорю, да, у вас как у нас. Наверное, поэтому мы у вас. И вы у вас. И никого у нас. Меня раздражает этот аргумент, что везде нет свободы слова. Я согласен, везде нет свободы слова, но по-разному. Я бы хотел, чтобы добавляли, но по-разному.
А то это используют в пропаганде по-разному. То есть везде нет свободы слова, поэтому у нас охуенно. Вот так используют это в разных пропагандах. Но на самом деле везде по-разному. Все-таки. Я докажу это. Например, в Европе тоже бывают аресты за всякие сообщения в соцсетях и так далее. Но чем отличается европейское общество разных стран от, допустим, наших? В Европе люди не знают в случае ареста кого-то, что значит набутыливать. Мне кажется, это существенная разница в уровне общества. Потому что я прям помню, как у нас, когда кого-то арестовывают за слова, люди ехидно говорят «набутылили». А что он хотел? Бутылку в жопу. У нас почему-то это вызывает улыбку. Поэтому мне не нравится, конечно, что это все используют. Я начал думать, в чем главная гендерная проблема. Очевидно, главная гендерная проблема в том, что мужчина в женщине не видит человека. Понимаете, что я имею в виду? Видит функцию, то есть женщину, то есть образ. Я начал думать дальше про мужчин. А что с мужчинами? И вот я понял, что раньше я думал, что нам все равно на женщин, мы можем жить просто так. Но со временем что-то я начал замечать такую вещь, что как будто бы мужчины все делают, чтобы круче выглядеть в глазах женщин. Я из-за этого начал вообще удивляться. Странно. Мы делаем все, чтобы выглядеть круче в глазах женщин, и в этих же женщинах не видим человека. Ну, парадоксально. Удивительно. Я начал дальше думать и подумал, а нравится ли нам делать все, чтобы выглядеть круче в глазах женщин? И понял вот через вот эти все свои наблюдения про секс, что мы хотим секса, но потом такое разочарование. Очевидно, нам это вообще не нравится. Ну, то есть нам это не нравится. То есть что-то вот природное включается в нас, мы конкурировать начинаем, да, но нам это не нравится. Мы бы хотели поваляться просто. И мы видим виной в этом, то есть женщину. И получается, мы вот как бы поклоняемся женщинам, мужчины поклоняются женщинам, но не в плане восхищения. А как раб поклоняется хозяину, поклоняется и ненавидит. И хочет убить. И вот я понял, что цель любого мужчины — убить женщину. Вы следили же, да, за мыслью? То есть не надо включаться на слове «убить женщину». И что самое интересное, женщины, я так понимаю, понимают это, что мужчины хотят убить их. То есть я чувствую, что женщины боятся мужчин, очевидно. То есть, ну, есть вот, вы же понимаете, о чем я говорю? То есть вы-то понимаете, что, ну, мужчина хочет вас убить. Вы явно это понимаете. И подыгрываете. Да? Понимаете, о чем я говорю? Например, в сексе просят придушить. Ну, например, это одна из ситуаций. И тут надо понимать, что это опять же игра. Потому что мужчина, его цель убить женщину. Его просят придушить. И мужчина, идиот, большинство мужиков идиоты в этот момент, они думают, что они доминируют над женщиной. И только женщина понимает, что в этот момент это они доминируют над мужчиной. Потому что их душат, они смотрят в глаза мужика и думают, какое же ты ничтожество. Ты даже не можешь меня убить. Типа, я даже положила руку твою, вот эту вот мужскую, расхлябанную себе на шею, ты ничего не можешь сделать. Ну и она понимает, что цель мужика — убить женщину, интуитивно. И что ты за мужик, если ты не можешь даже меня убить? Вот так. Я уверен, что женщина это понимает, потому что женщина обожает true crime, и вот это настоящие мужики, где вот реально мужик захотел, он убил. Вот это мужик. Это теория, то есть, возможно, я не прав, что очень вряд ли. Это метафора. Вы не поняли, что это метафора? Кто понял, что это метафора? Вот. Что это за метафора? Ну, потому что мне самому надо ее объяснить. Я придумал, короче, ну, саму, как звучит метафора, но я не придумал источник. То есть сам оригинал я не придумал. Ну, что-то есть, да, в этом глубокое, психологическое. Я сам психолог, как я говорил.
Но я почему не читаю психологическую литературу научную, потому что я не хочу, чтобы ничего хочу, чтобы ничего не влияло на мои личные рассуждения обо всем. Ты не придумаешь ничего нового, если будешь читать. Так это работает. Вот. Парни, кто вообще, кого расслабила эта мысль? Суть в том, что женщина... ладно, метафора в том, что женщина, тут ты убиваешь женщину, и появляется человек вместо женщины. То есть для меня уже больше женщин нет. Я вижу людей. Людей, то есть не женщин, людей я вижу. И мужчин. Потому что, мужчин у меня не было задачи убивать, и они остались мужиками. То есть есть люди и мужики, которые их хотят выебать. Получается теперь так. Вот вы сейчас не заценили, но в интернете люди прям очень оценят эту мысль. Оценят и перестанут ходить на мои концерты. Ладно. Давайте пройдемся по материалу, потому что, скорее всего, вы не осознали, насколько все продумано в концерте. Да? Правильно? Сейчас пройдемся. Итак. Итак, начали мы концерт с хорошего лозунга «No to racism», который в восточноевропейском обществе вызывает смех, конечно же. Потом была шутка про переустановку Windows, достаточно хорошая шутка для начала концерта, да? Она так немного ностальгию вызывает, потому что это сразу понятно концерт для миллениалов. Вы сразу почувствовали себя как дома, потому что на мои концерты ходят люди до 95-го года рождения. Вот. Один человек. Потом было про «звонишь, когда делать нечего». Это хорошее наблюдение. У кого такой уже есть друг, который жалуется, что звонишь, когда делать нечего? Ты звонишь только, когда тебе делать нечего. На это я и рассчитывал. Потом рилзы про президентов, помните, забавно было. Там потом про Саддама Хусейна, интересно. Про Лукашенко, это для белорусов, чтобы мы все, я думаю, вы тоже видели эти комментарии, как все дрочат на нашего президента, да? Для нас это боль. Про «жаль, что еврей». Помните шутку? Это вообще самая лучшая игра. Это хорошая шутка. Тут не поспоришь. Надеюсь, все поняли, что это про Нетаньяху, да? Но вы не смеетесь, что конечно, все поняли. Я озвучил уже, что про Нетаньяху. Я уверен, если бы я спросил, там половина бы сказала, что про Зеленского. И тут сразу, для тех, кто не любит политические шутки, я сразу всех успокаиваю, говорю, что у меня нет политических взглядов. Помните? Я не дурак терять аудиторию. Была такая фраза, чтобы никто не переживал по этому поводу. Но дальше для тех, кому не нравится, что у меня нет политических взглядов, я все-таки сказал шутки про Хайль Гитлер и Освенцим, после которых кто-то мог подумать, что я антисемит. Но специально для людей, которые подумали, что я антисемит, кто подумал так? Для них я специально эту шутку про палестинские дети умирают от пассивного курения. Помните? То есть сразу возвращаю людей в концерт обратно. А между такая была, помните, про классовую ненависть, про то, что я вижу молодого парня за рулем дорогого автомобиля, и тут люди всегда смеются над этой глупостью, что выебать в платье. Помните? Помните, да, что... вы, я уверен, не поняли шутку на самом деле. Она глубже, чем вам кажется. Кто помнит эту шутку? Поаплодируйте, кто помнит. Помните. О чем шутка? О чем?
Ну вот про то, что вот молодой парень за рулем автомобиля крутого, я думаю, вот забери у него крутой автомобиль. Так, чтобы либо переобмануть Сукенку, то Так. и выебать. Да, да, вот про что эта шутка? Это вот, я помогу, может это может показаться, что это простое утрирование. То есть я беру прием общий, типа, как все делают, что забери у него крутой автомобиль, и все, мы чувствуем себя хорошо, если забрать у него крутой автомобиль. Знаете, это шаблонный прием, да? Понимаете? И я его типа утрирую, но это не просто утрирование. Вот я хотел вам сказать, что вы не правы. Это не просто утрирование, это достаточно глубокая шутка, самоироничная. Суть в том, что для чего мы забираем у водителя крутой автомобиль? Чтобы чувствовать себя на равных. Но мне, как автору, да, получается, этого недостаточно. Чтобы чувствовать себя на равных с этим молодым человеком, настолько я не уверенный в себе, что мне нужно, чтобы с него еще и дорогую одежду сняли. И этого мне не хватает. То есть тип уже голый на трассе, я все равно ущемленным себя ощущаю. Мне нужно, чтобы на него платье надели и выебали. Вот что мне нужно, чтобы на равных чувствовать. И это не я его ебу причем, понимаете? То есть это кто-то его выебал, и вот тогда я себя чувствую хорошо. Понимаете? Это экзистенциально. Ну, вы сейчас... Это реально можно... Вы бы, конечно, если бы сразу поняли, вы бы глубже смеялись. И дальше у меня вот начинаются гендерные темы. Вам это нравится? Я вот пошутил про... Помните, шпильки, допустим? Помните про шпильки? Помните? Вот тут остановимся. Я доказываю каждое свое слово. Обратите внимание. Я говорю, что женщины носят для мужчин шпильки. Вы можете оспорить, а я сразу говорю, что-то я не видел лесбиянок на шпильках. Вы сразу такие, доказано. Дальше я объясняю, почему для мужчин это. Я говорю, потому что только мужчин можно наебать шпильками. Вы сразу заинтересованы. Это как это так? И я говорю, потому что мужчина выебет все, что угодно на шпильках. Помните, четко так говорю. И опять же, тут уже вы смеетесь, начинаете смеяться, и казалось, на этом можно закончиться. Я говорю, мужик даже мужика выебет на шпильках. Вы такие, блин, это всегда смешно. Мужик трахает мужика. Ну, это смешно. И правдиво, вы верите в это, поэтому вам смешно. А потом я еще добавляю, что поэтому все трансы на шпильках. Вы такие, ну это вообще, человек доказал все. То есть идеально проработан материал. Чувствуете? Я вам могу объяснить, что такое плохо проработанный материал. Смотрите, вот, допустим, есть на Ютубе русскоязычный концерт, 20 миллионов просмотров, и там есть такая шутка. Вот, чтобы вы понимали. Сетап такой. Парень говорит, я вот считаю, что женщины должны называть детей по имени, потому что и так фамилия и отчество от мужчины. Да? Сетап. Хороший, неплохой. Панчлайн такой. Вот я бы, если бы назвал, то получилось бы Усович, Иванович. Смотрите, он сам спалил свое имя в панчлайне. Я не собирался говорить. Он говорит Усович, Иванович и панчлайн Стасямба. 20 миллионов просмотров. Вот я тоже мог так не работать над материалом. Мог бы сказать, там, мужик видит шпильки и думает шпильки-вильки. Но у меня же шутки. Стасямба, это панчлайн, то есть, понимаете. Смешно звучит имя. Жрите. Потом про зебр, гендерно-нейтральная тема. Зебры. Вы, кстати, вот сразу я вот рассказал и понял, вам гендерно-нейтральные темы не нравятся. И я сразу возвращаю в гендерные, в измены. Тоже это я как мастер проанализировал аудиторию, вернул в гендерную тему. Измены. Потом про гомофоба аргумент. Просто одна из моих любимых шуток в концерте. Вы посмеялись нормально. Так же, как и на предыдущие, кстати. То есть вот вы не выделили смехом эту шутку. Хотя разъеб должен был быть. Вам больше шпильки-вильки сейчас зашло. Потом я говорю про женщины безумны. Помните, что там... Ну, про то, что... Да, про писюнчик, то, что... Естественно. Но это сложно забыть. То есть там жена вылизывает годовалому сыну писюнчик. Я понимаю. Вот это я скажу. В этом бите на самом деле не так много шуток. И не то, чтобы он смешной бит.
И неприятно слышать про вот это жена вылизывает писюнчик годовалому сыну. Но вы не представляете, насколько приятно это рассказывать. Я поэтому и рассказываю. Но я понимаю, что вам это неприятно. Потому что вы, скорее всего, я говорю, вы прям представляете взрослую женщину, которая втихаря вылизывает писюнчик. Я, кстати, уверен, что такого много было. Как думаете? У кого дети есть? Ладно, мы не будем. Так, потом жил в Беларуси, про гимн, это очень мило. В конце я хотел вот к материалу одного человека, с которым у нас сходятся темы. Канье Вест. Канье Вест выпустил концерт, не концерт, а клип «Нига Хайль Гитлер» в начале лета. И мне понравился клип, кто видел? Там, да, вот, чернокожие кидают зигу и кричат «Нига Хайль Гитлер». Весело. По задумке классно. Но политики решили по-другому, они удаляют этот клип со всех платформ, видимо, борются за толерантность. Я так подумал. А потом подумал, если бы Гитлер был жив и увидел клип, где чернокожие кидают зигу и кричат «Нига Хайль Гитлер», скорее всего, бы он подумал, надо удалить это со всех платформ. И тут я понял, что все сходится, потому что так и выглядит, что политики думают, а что бы на нашем месте сделал Гитлер? Ребят, спасибо большое, вы прекрасная публика, хорошего вечера вам.